День 16. Let's do this. Всех с добрым утром, ребята. Время сейчас 8 часов утра. Я проснулась примерно 1,5 часа назад, уже собралась, готова. И сегодня мы вместе с вами едем в Диснейленд. Да, сегодня исполнится моя мини-детская мечта. Я попаду в мир сказок, в мир магии моего детства. И мне не верится то, что сегодня я еду в Диснейленд. Я всегда, конечно, мечтала попасть в Диснейленд в Америке, либо в Диснейленд в Гонконге или в Японии, в общем, либо в Гонконге, либо в Японии самый большой Диснейленд. Я не помню, но, короче, я мечтала, и я не думала то, что первый Диснейленд, в который я попаду, будет в Париже, но это очень круто, очень классно. Сегодня мы там проведем целый день с утра до вечера, и let's go! На улице, чтобы вы понимали, сейчас рассвет, 4 градуса, ветер, очень-очень холодно. У меня замерзают руки, но зато смотрите, как красиво. Эти облака, этот цвет, это очень все магически выглядит. Welcome to Disneyland Paris. Народ, все приходит, идет. Отовсюду. Холодно, капец, кстати, как. Я закрылась, одела капюшон, потому что это нереально. Очень-очень холодно. Боже мой, я так счастлива. Ну что, ребята, поздравьте меня, я внутри Диснейленда, а именно сейчас мы находимся внутри первого магазина, который мы увидели, он достаточно большой, со всеми сувенирами. Я не собираюсь сейчас прям, знаете, сильно закупаться, хочу, главное, взять уши обязательно, ну как же без этого, найду какие-нибудь прикольненькие. И еще я видела, у многих людей есть типа такой, знаете, помощник на их одежде, на их плече, и я подумала, почему бы его тоже не взять, потому что выглядит очень модно. Но сначала мне нужно это найти. Я купила за 23 евро, но ничего страшного. Я всегда мечтала себе купить ушки в Диснейленде, и мы решили начать с самой страшной горки в этом парке, и называется она Hollywood of Tower, или The Tower of Hollywood, что-то типа такого. В общем, это дроп, и все считают это самой страшной горкой во всем парке. И так как утро, мы решили, почему бы не начать именно с нее. Я не против стоять в очереди, если это никогда на улице 5 градусов. Natural blush, как говорится. Ну что, мы отстояли очередь, в принципе, было достаточно быстро. Да, конечно, холодно, но все продвигались быстро, потому что внутрь запускают по 10-15 человек. Мы сейчас стоим уже перед входом, и мы сейчас пойдем внутрь. Нам только что включили какой-то хоррор-мультик, сказали: желаем вам удачи, идите, если вы готовы на это. И сейчас мы идем на саму горку. Честно? Начинает немного страшновато становиться. Я не знаю, видно ли вам меня или нет, но
просто скажу то, что мы стоим около лифта. Уже будем заходить. Ура! Я не знаю, сколько мы стояли во всей этой очереди, но надеюсь, что это стоило того. Было весело, было классно, но я почему-то ожидала большего. Я не знаю почему, но мне все говорили, что это будет прям дроп, и я ожидала, что ты увидишь полностью весь парк, и потом будет дроп. Дропа так таковой и не было, потому что была только экран с разными призраками и так далее, и как бы ничего прям сверхъестественного не было, но было прикольно. Мне понравилось. Первая горка из Disneyland Paris. Да. И еще хочу извиниться за мои крики, которые вы, скорее всего, услышали. Да. Ну так, немножечко. Извините, пожалуйста. Боже мой, это серьезно. Детская мечта, детский мир. Как же тут классно. Офигеть. Чувствую себя как маленький ребенок. Это так классно! Даже запах есть. Я сейчас сделала покупку, за которую меня 100% мама убьет, когда узнает, потому что я купила игрушку за 30 евро, но пофигу, потому что это крыса из Рататуи. Да. И причем это единственный мультик, по-моему, из Диснея, который был снят во Франции, и я просто подумала, что это нужно было сделать. И плюс я не одна купила этого прекрасного Реми, потому что мы все, девочки, решили его взять, потому что, ну блин, я не люблю, конечно, игрушки, но когда ты в Диснейленде, в Париже, единственный мультик в Франции, вот он, нужно было это сделать. Знаете, чего я больше всего хотела в Диснейленде? Это покричать. Из-за этого сейчас мы пришли к скрим-монитору. Я видела его в ТикТоке, в Инстаграме. Получается, тебе нужно как можно громче прокричать. Вот, да. И потом у тебя будет считаться, насколько громко ты крикнул. Пойдемте. Take two. Все, мы с вами покричали, покатались на нескольких горках, и время сейчас 1:50. Сейчас мы пришли в какую-то кафешку покушать, заказали еду, и прямо сейчас будем кушать, да. Кстати, мы нашли такой, знаете, лайфхак. Если вы не хотите ждать долго в очереди, потому что очереди очень долгие, примерно 50-40 минут, то идите на single player, то есть на одного человека. Не как группа, если вы пришли там, не знаю, со своим парнем или со своей семьей, а идите именно по одному, потому что таким образом вы пройдете гораздо быстрее всю эту очередь и быстрее прокатитесь на аттракционах. Хоть вы будете одни из своей компании, но все равно каждый из вас гораздо быстрее прокатится, чем если вы все вместе будете катиться. Вот.
Паша Геймерка заняла первое место. Прикиньте, так как мы теперь идем всегда на синглс, нас всех разделили. И я была в команде с 3 пацанами, причем взрослыми мужиками, они там все старались, а я выиграла. У меня 213 тысяч получилось. Мы с вами в поезде, я не знаю, сколько минут он примерно едет, но у меня идеальное место, прямо перед окошком, все открыто, видно, и надеюсь на красоту, как говорится. Оказывается, это не поезд по Диснейленду, это просто поезд в другую точку Диснея. И причем, знаете, что мы приезжали? Фейковый зоопарк. Пластиковый зоопарк. Но было красиво. Я соглашусь. Было красиво, но не по-настоящему, к сожалению. Знаете, вот эти вот видео, типа What I Eat in Disneyland Day One, что-то типа такого, и там всегда столько много классной еды, классных вкусняшек. И почему-то во втором парке, в другом, в котором мы были, никаких прям вкусняшек не было. То есть там были только конфеты и все. А сюда мы пришли, и тут столько много кафешек, столько много забегаловок, и мы нашли одну, где не очень много народу. Сейчас стоим в очереди и будем брать какао с вкусным Микки Маусом. Потом скажу вам, вкусно или не очень. Врут ли вам в интернете или не очень. Ну что, наш заказ. Мы заказали, соответственно, 2 сета. Там был сет за 8 евро. Получается, выбираешь какой-то напиток, либо холодный, либо горячий. Мы взяли горячий шоколад. И главное, это вот такие вот вафли с Микки Маусом и нутеллой. Вы только на них посмотрите, как они аппетитно выглядят. Это шикарно. Это очень вкусно. Либо я просто так сильно хотела их и проголодалась, и плюс очень холодно на улице, но они прекрасны. Знаете, в Диснейленде очень сложно найти что-то, что меньше стоит 10 евро. Так что это за 8, это просто находка. Вкусно покушали, теперь бежим на парад, потому что прямо сейчас, в 5 часов вечера, проходит парад. Да! Парад мы с вами посмотрели, конечно, немного опоздали, ничего почти не было видно, но было весело. И сейчас мы идем в самое главное место во всем Диснейленде, за что, мне кажется, многие сюда приезжают. И это тот самый замок Авроры. Вот он, прямо передо мной. Смотрите, какой он красивый, розовый, яркий. Серьезно, это, наверное, одно из самых красивых устроений, которые я когда-либо видела. И когда я на него смотрю, я сразу же вспоминаю свое детство, и это так мило, я не могу. Пойдемте внутрь, хоть и народу там куча, пойдемте внутрь. Мы продолжаем наш веселый поход по Диснейленду. Здесь настолько много горок, что мы просто не знаем, куда идти. И сейчас по дороге нашли какой-то дом с привидениями и ждали полчаса в очереди, народа куча. Сейчас наконец-то садимся и, надеюсь, будет весело.
Мы стояли в очереди чуть больше часа, и это был капец. Я думала, мы там сдохнем, у меня капец как болит спина, но это стоило того, потому что это было очень весело, очень классно, и у меня теперь капец как болит мое горло, но это было прекрасно. Мне кажется, если мама узнает, сколько я потратила в Диснейленде, меня больше никуда не отпустят. Потому что я сама в шоке от ценников. Это капец. It's Disney Paris haul time. Yes. Честно, я даже вам не буду говорить, какие здесь цены, потому что потратила я больше 100 евро. Наверное, ближе даже к 150 евро. Мама, пожалуйста, меня не убивай, но очень-очень много денег я потратила. Первое, что я купила, это, конечно же, мои ушки. Стоили они примерно 23 евро, и сегодня я находилась в них весь день. Прекрасный вайб. Если вы приходите в Диснейленд, обязательно их покупайте, потому что они создают прям очень классную атмосферу. Также я купила вот такую вот крыску, про которую я вам уже сказала. Стоила она 30 евро, и сегодня весь день на нас все так сильно смотрели, и я только поняла то, что только в одном магазине продается эта крыска, только в одном парке и только в одной стране. Так что это, можно сказать, special edition, и он у меня есть. Следующее, что я купила, это подарок для моей сестренки. Это вот такой вот сет с Рапунцель. Здесь маленькая Рапунцель, которая, кстати, очень сильно на Алису похожа. И разные для нее декорации. Алиса просто обожает Рапунцель, так что мне кажется, то, что этот подарок ей зайдет. Следующее, тоже подарочек для Алисы. Я купила вот такие вот розовые ушки. Честно, когда я зашла во второй парк и увидела их, я так разочаровалась в том, что я купила эти, потому что эти такие милые, такие классные, и я поняла то, что если я в них не буду ходить, то будет в них ходить Алиса, и я уверена то, что они ей очень сильно понравятся. Тут есть коронка, они розовые в стиле Авроры, и стоили они 30 евро. 30 евро! Офигеть! Но зато красивые. Следующие две покупочки, которые я очень давно хотела приобрести, я уже давно видела на разных каналах, на разных видео, тех, кто приходит в Диснейленд, они покупают себе, знаете, типа такого милого питомца на свое плечо. В основном я видела только хамелеона из Рапунцель и других разных персонажей из других фильмов. Но хамелеона, к сожалению, здесь не было, из-за этого я взяла вот такого вот Форки из истории игрушек. Не помню, какая часть, но смотрите, как он прикольно смотрится. И я подумала то, что у меня на плече он будет смотреться еще лучше. Стоил он 20 евро. Но Алисе, опять же, да, лучшая сестра года, я купила вот такой вот стича розовенького, красивого, опять же, во весь стиль розовый, девчачий. И он тоже одевается на плечо, и стоило это также 20 евро. Ценники, конечно, капец, но, блин, Алиса будет счастлива, и я в том числе. Ну и последние вещи, которые я приобрела в Диснейленде, это вот такие вот два pins. У меня есть традиция в каждое место, в которое я езжу, которое для меня важно. Я покупаю там какие-нибудь типа вот таких вот заколочек. И одну я взяла с Авророй, потому что она мне очень сильно понравилась. И хоть Аврора не мой самый любимый персонаж это Рапунцель, но она так мило смотрелась, что я просто не могла ее не взять. И также последняя из коллекции была вот такая вот диснеевская штука с Микки Маусом. Я просто ее увидела и поняла то, что она мне нужна. Это стоило 6 евро, это стоило 8. Ну и последнее, это вот такие вот брелки на ключи, причем два брелка, один Микки Маус, другой Минни Маус. Стоило это 10 евро, и я когда это увидела, я поняла то, что мне это надо купить, потому что это так мило смотрится, и вторую пару я отдам своему парню. Why not, you know? Я не буду считать, сколько это все вместе получилось, но денег я много сегодня потратила, и это капец. Но воспоминания, как говорится, навсегда останутся вот тут.
что, ребята, только что исполнилась моя детская мечта. Я увидела фейерверки в Диснейленде, и это было что-то нереальное, серьезно. У меня в какой-то момент даже слезы начали течь, потому что это настолько было магически, настолько красиво, и это то, что я 100% запомню навсегда, и я капец как устала, но этот день был просто прекрасный, он был насыщенный полными сказками, магией, и честно, у меня сейчас такое настроение, то, что хочется пересмотреть все мультики от Disney и просто вернуться в детство, потому что это такое классное место. Хоть мы и не смогли на всем покататься, как бы, Disney Land, it was amazing. I love this place, and I love you guys. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы с вами увидимся завтра. И всем пока, потому что время уже 10:30. Мы сейчас будем возвращаться домой и спать. Да. Всем чао.